с его программой, с его туром, который имеет, скажем так, такое замечательное название, оно очень понятно. На самом деле, когда мы переводили это название, столько переводов есть, но если дословно переводить, то это будет очень как-то дословно. А так это, в принципе, верни жизнь под свой контроль. Или, может быть, верни жизнь назад, заставь ее повернуться в лучшую сторону. Да? Верни жизнь под свой контроль. С этой мотивационной программой даю слово Аарону Ренерту. Нет, не так. Do I need to use a microphone? Oh. Yes? No? Переводчику микрофон. Ой, ему дай. There you go. Hello, everybody. You know, I started off a couple of weeks ago over in Italy. Я начал пару недель назад в Италии. And what a great opportunity to get this tour started. We went from Italy up through Germany. И это была великолепная возможность начать этот тур. Мы проехали из Италии в Германию. Went on through Poland. Дальше через Польшу. Czech Republic. Чехия. Hungary. Венгрия. Romania. Румыния. Ukraine. Украину. Here in Russia. И здесь в России. And now we'll go off to Kazakhstan. И отправляемся в Казахстан теперь. And it's a great chance for me because I've got a strong message for you today. И для меня это прекрасная возможность, потому что у меня к вам очень важное послание сегодня. That message is very, very, very specific to what we do and how we do our business. И это послание, оно очень цельное, очень точное. Оно говорит о том, как мы ведем свой бизнес. And we'll get into that in a minute. What I wanted to do is give you a little background on me. Но к этому мы вернемся через минутку, а пока я хотел немножко рассказать о себе. You know, I was introduced to Tom Sr., much like probably many of you were introduced to this business. Меня Тому старшему представили примерно так же, как большинство из вас представляли этот бизнес. When I was younger in my career out of university, Раньше, когда я был моложе и начинал карьеру в университете, I went into traditional business, traditional industry in America. Я занимался традиционным бизнесом в традиционной индустрии в Америке. And so I had a chance to grow and expand a couple of companies and to help them get a little bit bigger and to see their stocks go up, American stocks. У меня был шанс помочь паре компаний развиться, расти, увидеть, как растут их акции на бирже. And what I found was that it was a lot of time and a lot of effort to get those companies to where they needed to be. И что я понял, так это то, что требуется огромное количество времени и усилий для того, чтобы эти компании развились так, как они это сделали. And so after I guess it was about 2004, the year 2004. И примерно это было в 2004 году. I ended up being able to leave my corporate position and go pursue some of the things that I wanted to do in life. У меня появилась возможность оставить свою карьеру и заняться собственными вещами, теми вещами, которыми мне хотелось заниматься. And what I really wanted to do, above and beyond some entrepreneurial things and some investing, И чего же мне на самом деле хотелось, помимо вот этих предпринимательских дел, инвестиций, is since I now had some time for myself, I wanted to race bicycles. И поскольку у меня теперь появилось время на себя, я решил, что я буду заниматься велогонками. So I did. That was my midlife crisis, if you will. Это у меня был такой кризис среднего возраста, если хотите. I always tell my wife, my midlife crisis could have been worse. И я всегда своей жене говорил, что могло быть и хуже. I mean, not much worse than a middle-aged guy riding around in tight spandex on his bicycle, right? Но намного хуже, например, чем просто мужчина среднего возраста в обтягивающих бриджах, разъезжающий по окружности на своем велосипеде. But nonetheless, I'm a little bit obsessive when it comes to things that I love doing in life.
Но что касается вещей, которыми я люблю заниматься, я к ним очень привязываюсь. And so I started this bicycle racing team. I decided that, you know what, even though we're a bunch of old guys, we can go out and race like Tour de France guys, even though it was local amateur stuff. И поэтому я подошел серьезно к вопросу. Я организовал велогоночную команду из таких же, как я. И несмотря на то, что мы такие немножко престарелые мужички, я решил, что мы будем ездить так же, как те, кто гоняются на Tour de France. And people like to be on winning teams, don't they? А людям всегда нравится быть в командах-победителях. And my team started winning. И моя команда начала побеждать. I was recruiting people to be on my team, Я начал нанимать людей в свою команду, the best in Utah. лучших людей в Юте. And we started winning. As a matter of fact, we were the most winning team this year. I still have my bike racing team. We were the most winning team this year. И эта команда до сих пор существует, я до сих пор в ней, и мы сейчас являемся первой командой в Юте в этом году. So, what happened, yeah. Well, I will say that's to the team. I wasn't on my bike at all this year. И я хочу сказать, что ваши аплодисменты спасибо, конечно, но они предназначаются команде, потому что в этом году я на велосипед не садился. So, as you can see, Как вы это можете видеть. I've been on my bike I've been on the road in foreign countries this year about 6 months so far. На данный момент я вместо велосипеда 6 месяцев уже разъезжаю по разным странам. So trust me, nobody wants to see me on my bike right now. Поэтому, поверьте мне на слово, никому не захотелось бы меня сейчас на велосипеде увидеть. Except for me. Кроме меня самого. So here's what happened. I started putting this bike racing team together, and somebody approached me from Sizzle, and they said, we want to sponsor your bike racing team. И так, что же произошло? Я начал заниматься вот этой велосипедной командой, и кто-то из Sizzle пришел ко мне и сказал, мы хотим вас спонсировать. And I said, well, what type of company is Sizzle? Tell me about it. И я спросил, а что вообще за компания Sizzle? Расскажите мне о ней. Because we have a lot of companies that wanted to sponsor our bike racing team. We were getting bigger. Right now we have about 250 people that race or ride for the team. Потому что команда наша набирала обороты, и очень много компаний хотели ее спонсировать, поскольку, во-первых, это была лидирующая команда, и довольно большая. Сейчас у нас уже 250 человек в команде. And they said, well, it's a network marketing company. It's a multi-level marketing company. И они сказали, для начала это многоуровневая компания MLM. And I will admit it, I said, no thank you. И я честно в этом признаюсь, я сказал, нет, спасибо. I said, I don't trust the products that come out of multi-level marketing. Я сказал, что я не доверяю продуктам, которые распространяются MLM-компаниями. And of course, immediately they said, this is different. This is unlike anything you've ever seen in your life. Ну и, конечно же, в этот же момент они сказали, что это отличается, это не похоже на все, что ты видел когда-либо в жизни. And I said, I feel like I'm being invited to a meeting to get signed up. Я ответил, я чувствую, что меня собираются пригласить и подписать. And they said, no, you need to come down and meet Tom Sr. Они сказали, нет, нужно просто, чтобы ты пришел к нам в офис и познакомился с Томом Старшим. You need to come and see his manufacturing facility. Нужно прийти и посмотреть на производственные мощности. You need to come meet him and learn about his philosophy. Познакомиться, пообщаться с ним и узнать его философию. And so after a lot of persuasion, I finally drove down, I lived in Salt Lake, I drove down to Springville, Utah. И после вот этих вот всех убеждений я поехал из Солт-Лейка, где я живу, в Спрингвилл. And I pulled up in front of this great big 400,000 square foot manufacturing facility. И останавливаюсь я перед этим великолепным, прекрасным, огромным 400 квадратных футов, не знаю точно сколько это в метрах, производственным зданием. And I thought, wow, this isn't just some little teeny company, this is a pretty big company. И я подумал, ух ты, какая большая компания. So I walked inside, I said, hi, I'm here to see Tom Sr., or Tom Maurer Sr. И я захожу внутрь и говорю, привет, я здесь для того, чтобы пообщаться с Томом Старшим и Томом Мауром. And Tom Sr. walked out and said hello and took me back and started showing me his facility. И Том вышел, сказал привет, поздоровался и повел меня по производству. If you haven't been there, you need to set a goal to get there. Если вы там не были, поставьте себе цель там побывать. It is incredible. Это просто невероятно. And you can see Tom's passion when he walks through his manufacturing facility and everything he does.
Можно буквально чувствовать страсть Тома ко всему, что он делает, когда он проводит вас вот по этим производственным мощностям. We looked at the science lab, we looked at the encapsulator, we looked at how he makes tablets and pills, we looked at his spray dryer for Fucoiden, we looked at the filling line for the liquid nutritionals. Мы посмотрели все, мы были в научной лаборатории, которая занимается таблетками, в какой-то автоматической сушилке, которая делает фукоидом и так далее, и так далее. He told me about his mission that for 25 years he had been on educating and informing and empowering people around the world to take back their lives. Он рассказал мне о своей миссии, когда он последние 25 лет занимается тем, что обучает и мотивирует людей по всему миру вернуть себе жизнь под свой контроль. Then we went into a conference room and we sat down and we talked for about 3.5 hours. Потом мы вернулись в комнату для общения и проговорили еще где-то 3-3,5 часа. And Tom started talking to me about his philosophy and the way that he manufactures and builds products, the ingredients that he uses. И Том рассказал еще о своей философии, об ингредиентах, которые он использует, почему он это делает. And then he started telling me that, he started asking me questions. He said, do you use an antioxidant now? И потом он начал задавать вопросы. Например, спросил, вы сейчас используете антиоксидант? I said yes, and I told him what it was. Я сказал да, рассказал какой. And as only Tom can, he said, wow, that is highly inadequate. For as much writing and training as you do, you are not getting the antioxidants that you need. Том сразу же сказал, что при таком количестве тренировок, которые вы проводите, это совершенно не подходит. And told me about the reason for having 40 broad-spectrum, highly powerful extracts in his antioxidant. И рассказал о тех причинах, по которым в его антиоксиданте находится 40 очень мощных ингредиентов. Then he started telling me about, or asking me about my nutrition, and then he told me that food is our diets are under nutritionally satisfying our bodies, that we're not getting it out of our diets. Потом мы говорили о диете, о питании. Он сказал о том, что из еды мы уже давно наше тело давно не получает тех питательных веществ, которые ему необходимы. And then he talked about how your cellular communication starts to go down, and unfortunately, as it starts to go down, it's not repairing the tissue like it should. К сожалению, процессы в теле начинают снижаться, и восстановление тканей происходит уже не так, как должно быть. And then he asked me some questions about my background. He said, so what have you done? And tell me a little bit about your business career. Потом он немного вопросов задавал мне о моей карьере, о том, чем я ранее занимался. And I told him, and we talked about it, and I told him that I'd had some good experience and had been able to then do what I wanted to do in life. Я все подробно рассказал об опыте, который у меня есть, о том, что сейчас я могу заниматься в жизни тем, чем хочу. And Tom said, why don't you come help me build Sizzle around the world? I'm going to expand it into every country I can possibly expand into. И Том спросил, а почему бы тебе не присоединиться ко мне и не помочь мне развить Sizzle вообще по всему миру, потому что я собираюсь развивать его во всех странах, до которых могу дотянуться. And I said, let me think about it. И я сказал, дай-ка я подумаю. So, here I am. Вот он, я здесь. But I will tell you the funny part about this story. А сейчас я вам расскажу веселую часть этой истории. Tom had convinced me, as again only Tom can, Том в свойственной только ему манере убедил меня, that based on the fact that I wasn't getting the nutrition that I needed, что основываясь на том факте, что я не получаю необходимого питания, and based on the fact that I wasn't getting the antioxidants that I needed to protect my body, и не получаю необходимых антиоксидантов для защиты своего тела, and based on the fact that I wasn't getting the cellular regeneration that I needed, основываясь также на том факте, что клеточное восстановление у меня не на том уровне, который мне нужно, he had convinced me that I may die by the time I got home that day. он убедил меня в том, что я вполне могу умереть к тому времени, как вернусь домой в этот день. So, I said to Tom, please give me some of your product. Will you please allow me to take some with me? Поэтому я Тому, естественно, сказал, пожалуйста, дай мне немножко своего продукта с собой. Look, I know you've all been there. That's why I can tell you the story. Я знаю, что вы все уже проходили это, именно поэтому я рассказываю вам эту историю.
So I walked out with an armload of product, right? Выхожу я вот с грузом продукции. I got in my car. I didn't want Tom to know he'd had such a drastic impact on me. Я, честно, не хотел, чтобы Том узнал, какой эффект он произвел на меня. So I slumped down on the front seat of my car and I grabbed the first bottle, which was Fukoiden. Поэтому я разложил сиденье в своей машине, сполз так пониже, чтобы никто не заметил, и схватил первую бутылку, до которой дотянулся, это был Фукойден. And I shook it up, right? Because he said you got to shake it. Я ее потряс, потому что мне сказали, что ее надо потрясти. Then I took the cap off, and I didn't want him to look out the window and potentially see me guzzling the drink, so I was slumped down like this. И еще раз хочу сказать, я просто очень не хотел, чтобы он выглянул из окна и увидел, что я присосался уже к этой бутылке сразу же, поэтому я сполз как можно ниже и начал потихоньку так втихаря ее пить. I started drinking right out of the bottle in my car. Прямо из бутылки начал пить в машине. And I drank that, the Spectra AO, the Supramax, and I knew I would live at least until I got home. Я выпил Спектра Макс еще, я выпил Супер ЭО, и я понял, что, по крайней мере, до того момента, как я доеду домой, я проживу. And here I am, I'm still alive. И вот он я все еще живой. But you know, that is how it all starts for a lot of us, isn't it? Но история-то в том, что примерно так это для многих из нас начинается, правда? I'm no different than you. Я особо от вас не отличаюсь. I love the products. Я люблю эту продукцию. You'll see the passion today when I talk about them. Вы увидите во мне эту страсть, когда я буду об этом рассказывать сегодня. I love the people business. Я люблю этот человеческий бизнес. And that's what we're in, right? А именно этим мы здесь и занимаемся, правильно? I always say, you know what? You weren't educated, you weren't brought up to go into network marketing or multi-level marketing, right? И я всегда говорю, у вас нет никакого специального образования, чтобы заниматься многоуровневым маркетингом. But in this business, it doesn't matter your education, it doesn't matter your work experience. И прекрасно, потому что в этом бизнесе совершенно не важен ваш рабочий опыт, не важно ваше образование. Everybody's entitled to the same success. Каждый имеет одинаковые возможности для успеха. Do you know the only limiting factor to your success? Знаете, единственный ограничивающий фактор вашего успеха? You. Вы сами. You're the only person that can hold you back from great success. Вы – это единственный человек, который может удержать вас от успеха, от великого успеха. So let's talk about it today. Let's talk about some of the things that we're dealing with right now. We know we've got a lot of products. Поэтому давайте поговорим сегодня об этом, давайте поговорим о том, что происходит. Вы знаете, у нас огромное количество продуктов. Now, as I travel around, I have a lot of people, they'll say, well, you know, what about this product because we used to have it with Tom before? What about that product because we used to have it with Tom before? Я много путешествую, и каждый раз меня спрашивают, а что вот насчет вот этого продукта, потому что раньше он у Тома был, или что насчет вот этого продукта, мы раньше им у Тома пользовались. I always say it took Tom 25 years to build the past company. Я всегда на это отвечаю, что у Тома построить предыдущую компанию заняло 25 лет. Have some patience. Потерпите. We're not real old yet. Мы еще не настолько старые. Okay, so we all know this amazing mission that Tom's been on for over 25 years. Итак, мы все с вами знаем эту удивительную и прекрасную миссию, которой Том посвятил себя за последние 25 лет. The Maoris have been focused on ridding our environment of these harmful ingredients. Маоры посвятили себя и сфокусировались на том, чтобы избавить нашу окружающую среду, то, что нас окружает, от вредных ингредиентов. We know that we use, we know that we don't use over 800 ingredients that are commonly found in our personal care products every day. Я лично знаю, что мы не используем порядка 800 вредных ингредиентов, которые используются в другой косметике и средствах по уходу. And like Tom always says, what may be the most important factor about our products is what's not in our products. И как Том всегда говорит, что, возможно, самое важное в нашей продукции – это то, чего в нашей продукции нет. So, we also know that because of that, Tom had to manufacture it himself. He had to control it. Мы знаем, что также и по этой причине Том должен производить продукцию сам, он должен контролировать этот процесс. So literally, this is the same building that I pulled up to the day that I met Tom Sr. И совершенно буквально вот это вот то самое здание, к которому я подъехал в день, когда я встречался с Томом Старшим. And I know a few
few of you have been out there to the manufacturing facility. И я знаю, что некоторые из вас там тоже были. But one thing that we have just gone through is getting our organic certification at the manufacturing facility. И одна новость, которая касается этого производства, мы сейчас получили наш органический сертификат, сертификат органического соответствия. That is important because it allows us to stand strong on the value of organically certified ingredients. Это очень важно, потому что это позволяет нам еще раз утвердить тот факт, что мы используем органические ингредиенты, органически сертифицированные. The other certificate that we hold is Good Manufacturing Practices, or GMP. Другой сертификат, который мы получили, называется GMP по-английски. Это примерно сертификат хорошего производства. The other certificate we hold is the National Sanitation Foundation. Еще один необходимый сертификат, который у нас тоже есть, это сертификат аналога санэпидемслужбы. Which means that we're not polluting waste into the environment. В Америке это означает, что мы не загрязняем окружающую среду и не выделяем никаких вредных отходов. And of course we're under green manufacturing practices as well. И также, естественно, у нас есть сертификат зеленого производства. Okay, so as I mentioned earlier, we're here for one specific reason. Итак, как я уже говорил, мы здесь находимся по одной конкретной причине. Because we want to take back our lives, right? Потому что мы хотим взять свою жизнь обратно под свой контроль. I know it sounds like a broad statement. Я знаю, что это звучит как очень широкое утверждение. And it really is. Общее. It really is. И на самом деле так оно и есть. The reason it is that what I want you to walk away from this today is that there's a very strong concept that you can wrap your arms around. И я хочу, чтобы вы ушли отсюда сегодня с одной мыслью, что есть очень серьезная и сильная концепция, которую вы можете легко понять и использовать. And that is that we're all looking for the same basic three things in life. А состоит она в том, что все мы, абсолютно все, ищем три простые вещи в жизни. Now, some of us may be interested in one, two, or three of them, but let's talk about them. Некоторые из нас могут быть заинтересованы в одной или двух, но на самом деле их всего три, и давайте о них поговорим. Would everybody agree that we want better health? Все согласятся с тем, что мы хотим лучшее здоровье. Right? Конечно. Okay. Would everybody agree that we'd love to get more wealth in our lives? Все согласятся с тем, что мы бы с удовольствием открылись большему богатству в своей жизни. No. Нет? No. Нет. What about great, true, genuine happiness? А что насчет настоящего, подлинного, великого счастья? Of course, but you know what? I think sometimes we think that this is only specific to us right now in our generation or in our society. Да, конечно же, это так, но позвольте заметить, что некоторые из нас думают, что это присуще только нашему обществу, нашему времени. But this has been going on since the beginning of the human race, right? Everybody has been looking to evolve into a better world. Но на самом-то деле все это продолжается с начала человеческой расы. С тех пор все хотят жить в лучшем мире и эволюционировать. And really, thank goodness, because otherwise we'd all be sitting around in a cave somewhere meeting right now. И на самом деле слава Богу за это, потому что иначе, если бы этого не было, мы бы сейчас с вами встречались в какой-нибудь каменной пещере. Right? Да? I mean, thank goodness. Look at this beautiful facility. Посмотрите вокруг, как красиво, и очень хорошо, что мы все-таки здесь. So it's a great opportunity for us right now to make some good strides and to start to identify ways that we can help others understand the message. И для нас это великолепная возможность, которой мы можем пользоваться для того, чтобы помочь другим понять наше послание, нашу миссию. And if we look at it, it's really no different than even the Chinese. The Chinese have three deity that they have put on pedestals for years, thousands of years. Если внимательнее посмотреть на это, например, в китайской культуре были три божества, которые они ставили на пьедесталы тысячи лет. Hawk, Lock, and Su. Хок, Лок и Сил. Hawk stands for good luck or happiness. Хок представляет собой удачу или счастье. Lock stands for social status or wealth. Лок – это социальный статус или богатство. And Su stands for longevity or health. А Сил – это долголетие или же здоровье.
But here's the deal. Unfortunately, we have run into a lot of obstacles in trying to achieve these things. Но вот в чем дело. К сожалению, мы сталкиваемся с огромным количеством препятствий на нашем пути к этим трем вещам. I mean, isn't it becoming more and more common to talk about cancer and diabetes and health-related issues than it is to talk about anything else now? Смотрите, ведь правда же стало намного более обычным говорить о раке, диабете и каких-то других заболеваниях, чем обо всем остальном в последнее время. I mean, go back 20 years. How often did you talk about diabetes? Вернитесь на 20 лет назад. Как часто вы говорили о диабете, например? Как часто вы о нем слышали? Rarely, right? Редко, да? How about cancer? Как насчет рака? If I said by a show of hands, which I don't want to see, but if I said by a show of hands, who knows somebody that has cancer? Who knows somebody that has diabetes? Who knows somebody that's had a stroke? И я хочу сказать, что этого сейчас делать не нужно, но если бы я попросил вас поднять руки тех, кто знает кого-нибудь, у кого был рак или диабет или сердечный приступ, It's so common nowadays. этого делать не нужно, я еще раз повторяю. Это очень-очень повсеместно в наши дни. But I don't want to dwell on the negative. Но я не хочу концентрироваться на негативе. I want to dwell on the alternative. Я хочу сконцентрироваться на альтернативном. Education, Образование, prevention. предотвращение. Okay? How about social economic status? Как насчет социально-экономического статуса? I mean, look, the world has had an economic tragedy over this past couple of years, right? Смотрите, последние пару лет в мире вообще происходит экономическая трагедия. It's interesting. I travel all over, and it's funny because when I sit with crowds just like you, И это очень, на самом деле, занимательно, потому что я путешествую очень много, я сижу, общаюсь с людьми, с такими же, как вы. a lot of you feel like it's just you. It's just happening to you right here. Многие из вас, наверное, сейчас думают, что это только вы, да, что это происходит только с вами сейчас здесь. But I can tell you, this is common throughout the world. Everybody is struggling. Но я вам совершенно честно скажу, это происходит по всему миру. Все борются с обстоятельствами, все страдают в той или иной степени. But we're going to talk today about creating your own economy А сегодня мы также поговорим о том, чтобы создать собственную экономику and owning your own future. и владеть собственным будущим. Okay? Хорошо? Because here's the deal. A lot of us have quit dreaming. Would you agree? Но в чем дело? Почему многие из нас перестали мечтать? I mean, we've kind of gotten to the point where we're not allowing ourselves to dream anymore because we just couldn't achieve it. Мы как-то дошли до той точки, когда мы не позволяем себе больше мечтать, потому что мы думаем, что мы не можем этого достичь. Look, it's been difficult, no doubt about it. Ну да, было сложно, никаких сомнений в этом нет. But let's go back to dreaming again. Но давайте вернемся к мечтам. Let's talk about some of the things that are important to us right now. Давайте поговорим о вещах, которые для нас сейчас важны. There is hope. We just need to be shown where to find it. Есть надежда, нам просто нужно, чтобы показали, где ее найти. I believe it's right here in this room. Я думаю, что она здесь, прямо в этой комнате. I believe that each one of you can help people find their dreams again. Я думаю, что каждый из вас может помочь людям найти свои мечты заново. I believe that each one of you can find your own dreams again. Я думаю, что каждый из вас может найти свои мечты еще раз. And we're going to talk about that today. Мы об этом сегодня будем говорить. Because it's about you. It's about your life. Потому что речь-то о вас, о вашей жизни. It's about taking it back. It's about allowing yourself to have a future again. Это о том, чтобы взять ее под свой контроль, о том, чтобы позволить себе иметь будущее. I always say, you can sit around and let life happen to you, Я всегда говорил, что вы можете сидеть и ждать, когда жизнь случится с вами, or you can take a stand или вы можете встать and make life happen. и заставить жизнь случиться. It's not up to anybody else, right? Это не чья-то другая ответственность. Sit around and let life happen to you. Does that sound like the future you want? Вы вот хотите сидеть и ждать, пока что-то произойдет у вас в жизни? Вы хотите такого будущего? Or how about taking a stand and making life happen? Или как насчет того, чтобы встать и заставить жизнь случиться? Now's the time. Сейчас самое подходящее время. Today. Сегодня. It's time to take back your life. Время взять жизнь под свой контроль. So we're going to spend the first 6 hours Первые 6 часов мы будем заниматься тем, что... just kidding you. Шучу. I've got a flight at 11, so I can't spend that much time.
У меня на самом деле самолет в 11 вечера, так что я так много времени не могу позволить себе провести. So, I'm kidding you, by the way. We're going to spend the first portion on health. Итак, первая часть нашей презентации будет посвящена здоровью. I think I set it up well to give you an understanding of what my whole concept is of taking back your health. Я очень надеюсь на то, что я хорошо подготовился и донесу до вас свое видение здоровья. But here's what I'm hoping to do. Many of you may have seen some of the slides that are used in this presentation. Но что я хочу сказать? Многие из вас видели отдельные слайды из этой презентации. And many of you have maybe seen them done with Tom Sr. И многие из вас, наверное, видели, как их показывает Том. And I always say that it's my job in my role as Vice President of Worldwide Sales А я всегда говорю, что это на самом деле моя работа как вице-президента по продажам в мире. to simplify Tom. Моя работа состоит в том, чтобы упростить Тома. Because Tom can talk and tell you things that nobody else can. Конечно, Том может говорить, может рассказывать замечательные вещи, такие, которые вам никто другой не расскажет. He can talk about the science and the research like nobody else can. Он может говорить о науке, об исследованиях так, как никто другой. But at the end of it, you still can't. Но в конце его речи вы его повторить все равно не сможете. So I want to simplify it today so that you can go out and talk about it the same way I would talk about it. Поэтому сегодня я хотел бы упростить все это до того, чтобы вы могли повторить это же и рассказать это другим людям. Because this business is about duplication, right? Потому что бизнес-то наш по дупликации, правильно? And if you can't tell somebody what you stand for or what Sizzle stands for, И если вы не можете кому-то рассказать, чем вы занимаетесь и чем занимается Sizzle, then it's going to be difficult for you to help them take their life back, right? тогда у вас возникнут затруднения с тем, чтобы помочь им взять жизнь под свой контроль. Okay, so let's talk about it real quick. Давайте поговорим об этом довольно быстро. See, you've got these wonderful genes that are in our body when we're born that are the ones that help us grow up and mature and age for skeleton, skeletal, for organs, for brain, for tissue, for matter, till about age 25. Есть у нас в теле, когда мы рождаемся, такие прекрасные клетки, которые позволяют нам расти и развиваться в скелете, в мозге, в органах и так далее, примерно до 25 лет. Those SIR2 genes at about age 25, Гены, речь была про гены. at about age 25 just turn off, like a light, they just turn off. В возрасте 25 лет они примерно как лампочка просто берут и выключаются. The other thing is that when we're young, we're getting a lot of nutrition, either from the nurturing of the mother, Еще дело в том, что когда мы маленькие совсем, мы получаем очень хорошее питание. Сначала от питания от мамы. our antioxidant behavior is at an all-time high, Наши уровни антиоксидантов все время высоки. and our cellular communication is at 100%. Клетки общаются между собой на 100%. But we're finding out things, especially as the population grows around the world, Но по мере роста населения по всему миру мы начинаем узнавать, что that are making it more and more difficult for us to age past about middle age. Что процесс взросления после примерно среднего возраста становится все более и более сложным. One of the things that we know is that our diets are about 70 to 75% deficient in necessary nutrition. Одна из вещей, которые мы знаем, это та, что наше питание, ему недостает питательных веществ, необходимых примерно на 70-75%. We also know that over the last 50 years we've had about 100,000 new toxins and chemicals introduced into our society. Мы также знаем, что на протяжении последних лет порядка 100 тысяч новых токсинов и отравляющих веществ, в принципе, появились у нас в мире. Which this is creating a very difficult time for our bodies to try to adapt to all of these changes that are coming at us. К этим изменениям нашему телу очень сложно быстро приспособиться и адаптироваться. So as a result, what we're seeing is a rapid decline in age and health. И в результате, что мы видим, это резкий спад в здоровье по мере взросления. Because if at age 0 everything's working at about 100%, Потому что в возрасте 0 лет, от 0 до 20, все работает на 100%.
And about age 25, it starts to shut off. В возрасте примерно 25 лет это начинает потихоньку снижаться, Our aging process starts to accelerate, right? а процесс старения ускоряется. So if we can do something to turn back on those genes that were on when we were young, И если бы мы могли сделать что-то для того, чтобы включить снова эти гены, те гены, которые у нас были, когда мы были молодыми, if we can get the necessary nutrition that we need and that we had when we were a baby, если бы мы могли получать необходимое питание, которое у нас было, когда мы были младенцами, if our antioxidant behavior can be back at 100%, если бы наше поведение наших антиоксидантов было снова на 100%, if we can have cellular communication that's regenerating our bodies, если бы у нас было клеточное поведение такое, которое восстанавливает наше тело, we have a true opportunity to shut off that aging cycle and take it this way instead of this way. у нас была бы отличная возможность прекратить этот страшный цикл и повести его в другом направлении. I was kind of impressed that I was able to follow that. Yes, thank you. So, what is it that does this for us? Итак, что же это для нас делает? Well, we know that the triangle of life has some of the necessary elements in order for us to start to establish back to 100%. Итак, есть такой треугольник жизни, в котором есть все, чтобы вернуть эти уровни на 100%. So let's talk about it today. Давайте поговорим о нем сегодня. Do you know that Harvard researchers have found that in resveratrol, it was what could trigger back on those SIR2 genes? Вы знаете, например, что в гарвардских исследованиях обнаружили, что в веществе resveratrol содержится то, что может обратно включить эти самые гены. And you realize that it was a little bit of an accident that they found resveratrol in the first place? И вы также, может, слышали о том, что сам resveratrol нашли и открыли в результате случайности. That they were actually trying to find out why the French, with such a poor lifestyle, were in pretty good health. Они на самом деле-то проводили исследования и хотели узнать, почему французы, которые ведут довольно низкий, так скажем, образ жизни, почему у них у всех такое отличное здоровье. Right? I mean, Не here, у всех французов, Нет, не надо. низшая такая прослойка французского общества. here are the French. They sit around, they eat a lot, right? Давайте посмотрим на типичных французов. Вот сидят они и много едят. They eat butters and fats and pastries and breads. Они едят и хлеб, и масло, и всякие сырые, жирные продукты. They smoke constantly, Постоянно курят and they drink lots of red wine. и пьют много красного вина. And the Harvard researchers realized that it wasn't the smoking that was helping. И исследователи из Гарварда каким-то случайным образом поняли, что далеко не курение им помогает. It wasn't the pastries. И вовсе не хлебушек, It wasn't the fat or the butter. и не масло, и не жир, It wasn't the sitting around a lot, и не то, что много сидят, spending 3 hours at lunch. и не то, что они тратят 3 часа на обед. It was the red wine. Это было красное вино. And that was the accident that they had in trying to determine why they had good health. И вот именно об этой случайности я говорил, когда они пытались найти причину здоровья хорошего. So they drop resveratrol into a test tube. Sorry, I'm not sure how to say that. Okay. Они выделили resveratrol в отдельный сосуд для испытания. And it starts to turn back on and release proteins out of the genes that are the SIR2 genes that are in our bodies. А он начал в свою очередь включать эти самые гены и выделять протеин. So, when Tom Sr. had looked at this 20 years ago, Итак, когда Том старший, Том Мауэр увидел это 20 лет назад, he had recognized the value in it even back then. он сразу же моментально распознал ценность этого открытия. But it wasn't until he perfected the formulation about 20 years later, or 18, 17 years later, Но до тех пор, пока он не добился идеальной формулы, примерно 18-20 лет спустя, that puts it in a liquid state, формула, которая позволяет это вещество содержать в жидкой форме, makes it small enough for the body to absorb, в достаточно маленьком виде
для того, чтобы тело могло это усвоить. But yet encapsulates it so it allows the body to actually take it in and not break it down and destroy it during digestion. Но при этом достаточно для того, чтобы тело его именно усвоило, а не переварило. And then adds in there catechins and polyphenols and quercetin to make it a bioavailable product that literally does something for the body. Sorry. Catechins, polyphenols, quercetin. Также в этот состав добавили кверцерин, полифенолы и катехины, если я не ошибаюсь, для того, чтобы вот эта усвояемость была еще выше. So do you want that youthful energy? И вы хотите вот такую вот энергию молодости? Do you want to turn back on those genes that gave you youth? Of Хотите вы course. включить обратно эти гены, которые позволяют вам молодеть? Конечно же хотите. Do you know that resveratrol is the most studied ingredient right now in the world? Вы знаете, что резвератрол на данный момент является самым изучаемым ингредиентом в мире? 2 years ago when we released Eternity, 2 года назад, когда мы выпустили Eternity на рынок, it had about 22,300 studies on our National Institute of Health, PubMed. ему было посвящено около 2300 исследований в нашем Национальном институте здоровья. Now it's 4,400 studies, I think, is the latest. На данный момент исследований еще больше, практически 4500. So it's almost doubled in the last 2 years the amount of research that's gone into this ingredient. То есть исследования, которые вложены в этот ингредиент, удвоились за последние 2 года. So turn back on those genes like a light switch. Somebody just has to turn it back on. Поэтому это просто как выключатель. Вы просто щелкаете и включаете эти гены обратно. Now let's talk about Fukoiden. Теперь давайте поговорим о Фукоиде. I want to tell you an interesting story about Fukoiden. Хочу рассказать вам интересную историю о Фукоиде. Okay, so I was sold on the products that Tom had. Меня купили эти продукты, которые представлял Том. I use them every day. I still use them every day. На данный момент я использую их каждый день. As a matter of fact, one time I was traveling, when I first traveled and did a tour with Christian Rombach over in Germany. Когда я первый раз ездил в тур по Германии, Christian, we had to get some boxes out of my room to take them down to our meeting, our seminar. были какие-то коробки, которые нужно было донести из моей комнаты до места проведения семинара. And Christian walked into my room, and on my counter, on my desk, Я путешествовал с человеком по имени Кристиан, и он зашел в мою комнату и увидел все на моем столе. I had all of my products out that I had just unpacked from my luggage. Там стояли все продукты, которыми я пользуюсь, я их только что достал из багажа. And Christian walked in, and if you know Christian, Christian walked in, he went, И Кристиан заходит, и если вы вдруг его знаете, он так вот себя повел, заходит, смотрит и удивляется. and he said, "You actually use Sizzle products?" И он спрашивает, а ты что, на самом деле пользуешься продукцией Sizzle? I said, "Of course I do." Я сказал, конечно, да. And he said, "Do you know that I have been with executives from all kinds of companies, and the only ones that I know that use their own products are the Mauers?" Он сказал, ты знаешь, что я общался с огромным количеством управляющих и менеджеров из самых разных компаний, и хочу тебе сказать, что единственные, кто пользуется собственной продукцией, это Мауэры. I was surprised. Я был удивлен. How could you possibly stand on stage and talk about products if you don't use them? Как ты вообще можешь стоять на сцене и разговаривать о продукции, если ты сам ими не пользуешься? If you don't believe in them? Если ты сам в них не веришь? You have to be a product of the product. Ты должен быть продуктом продукта. So, February 15th of 2009, Итак, 15 февраля 2009 года. I'm coming back from a training ride. I'm out, it's freezing cold in Utah, but if the sun's shining and the roads are dry, I went out for a good ride. Я возвращаюсь с тренировочной поездки по Юте. Холод пробирает до костей, но солнце светит, дороги сухие, значит можно кататься. I'm about 3.5 miles from my house. Я примерно в 6 километрах от дома. And I'm going through, there's an intersection, it's a green light. Я еду на перекрестке, зеленый свет мне. I'm going about 20 miles an hour. Я еду примерно 30-35 километров в час.
and a van turned left and ran over me on my bicycle. И налево поворачивает автобус и сбивает мой велосипед. I just heard a lot of cracking and crunching. Я слышу только всякий шум, хруст и так далее. So I was laying in the street, Я лежу на улице, на дороге, and I thought, I can't believe I just got hit by a car. и говорю себе, поверить не могу, меня только что машина сбила. So I rolled over, Я переворачиваюсь, and I stood up, встаю, and my pelvic bone was knocked out. моя бедренная кость, она была вывихнута, выбита. So it hurt to walk for a minute. Ходить было больно примерно минуту. But what really hurt was my face. Но что на самом деле болело, это лицо. And I noticed that blood was pouring off of my face. И я заметил, что с меня кровь льется. So I tried to get my helmet off, Я попытался снять шлем, but my thumb was cut and hanging open. но большой палец мой был порезан и болтался просто. So I used my other hand and I threw my helmet off. Я другой рукой пытаюсь снять шлем, сбрасываю его с себя. It was broken. Он сломан. Luckily I had it on. К счастью, он был на мне. But my glasses were stuck in my cheek. А очки мои застряли у меня в щеке. So I pulled my glasses out. Я вытащил их из себя. And I walked over to the van because I wanted to see what I looked like because my face hurt so bad. Я подхожу к этому самому автомобилю, чтобы увидеть свое отражение и понять, что вообще со мной произошло, потому что боль дикая. So I used the reflection of the glass. I looked in the back window. Я смотрю в заднее окно, оно отражающее. And this whole part of my face was just bleeding like crazy. И вся вот правая часть моего лица, кровь с нее течет постоянно, без остановки. But then as my eyes adjusted into the van, Но по мере того, как мои глаза привыкли к этому автомобилю, I saw 5 little kids screaming like crazy. я в нем увидел 5 маленьких детей, которые орут просто как сумасшедшие. So I said, oh, and I walked away. И я понял, ой, надо отойти. Because I felt bad for the little kids who were having a traumatic experience. Потому что мне страшно было за этих детей, у которых был травматический опыт. And somebody got me to lay down. Кто-то заставил меня прилечь. And they called the ambulance. Вызвали скорую. The ambulance came and took me to the hospital. Приехала скорая, забрала меня в больницу. I got there and they thought I had broken my cheekbone and my nose. И меня туда довезли, осмотрели и подумали, что сломана кость в щеке и нос. Because my face was all deformed. Потому что лицо было все деформировано. And then as they started to clean me up, they realized that the end of my nose had gotten sliced off by my glasses. Также, когда меня начали подчищать, они обнаружили, что кончик носа был отрезан осколком очков. So I thought I was going to have one of those Michael Jackson noses that you could take off and put back on. Я понял, что у меня, скорее всего, будет нос, как у Майкла Джексона, который съемный. I'm just kidding. Rest in peace. I'm kidding. Шучу, конечно, покойся с ним. Anyways, but I was laying in the hospital bed, and what they realized is that this entire part of my face had exploded. Я лежу на кровати в больнице и понимаю, что, в принципе, вот вся нижняя часть под носом, она взорвалась, ее нет. Knocked out all my front teeth. Выбила все зубы. And they had to take me in for plastic surgery. Меня отвезли на пластическую хирургию. And put me all back together. И склеили меня заново. So I got a nice smile out of it. И из этого у меня получилась такая милая улыбка. But here's the interesting thing. Но что интересного? The first day, meaning after the hospital, my face was big and round. Первый день, в смысле первый день после выписки, у меня лицо было большое и круглое. And by day 6, you could not tell that I had been in an accident. А на шестой день уже невозможно было понять, что у меня был несчастный случай. You couldn't tell that I had about 100 stitches in my face. Не видно было примерно сотни швов на лице. That was on a Sunday. By Wednesday, I was back at work. Это было в воскресенье, в среду я был уже на работе. And I took my picture on Friday. Сфотографировал себя в пятницу.
be happy to show it to you, but I don't have it on this presentation. И я бы с удовольствием вам ее показал, но у меня в этой презентации ее нет. So do I have a belief in the products? Так что я что хочу сказать, верю ли я в продукт? Do I think that that Fucoiden has one of the greatest cell regeneration capabilities of all ingredients? Уверен ли я в том, что в Фукоиден есть клеточные процессы восстановления клетки наилучшие на данный момент из возможных? Do I believe that it has incredible anti-inflammatory effects? Верю ли я в то, что у него есть удивительные противовоспалительные свойства? Do I believe in its immune boosting capabilities? Верю ли я в его иммуностимулирующие свойства? You bet I do, Да еще как верю. because I know it works. Конечно, потому что я знаю, что он работает. Okay, let's talk about getting our essential nutrition and our antioxidants. Давайте теперь поговорим о нашем базовом питании и наших антиоксидантах. So remember, Tom said you're not getting the antioxidants that you need. Итак, помните, Том сказал, что ты не получаешь тех антиоксидантов, которые тебе необходимы. It's got to be about 40. We actually say that science says 38 antioxidants to create a broad spectrum approach, right? На данный момент исследования говорят о том, что нужно 38 антиоксидантов для комплексного широкого подхода. We also talked about the issue of our nutritional deficiencies in our diet. Мы также говорили о недостаточном питании на нашей диеты. And then he explained organic fulvic acid to me. После этого он объяснил мне органическую фолиевую кислоту. I had no idea at the time what he was talking about. В то время я ни слова не понимал из того, что он говорит. But now I understand the value of it. Но теперь я понимаю ценность этого. So let's talk about it real quick. Поэтому давайте быстренько об этом поговорим. We know that we need a broad spectrum approach. Мы все знаем, что нужен широкий комплексный подход. I talked about having my helmet on in my crash. Я говорил о том, что на мне был шлем во время несчастного случая. You know what I wish I had on? Знаете, что бы я хотел, чтобы на мне было? Was a helmet that covered my entire body that day. Шлем, который покрывал бы все тело целиком. And that's what I think of when I think about a broad spectrum approach to antioxidants. И именно так я вижу вот этот вот самый комплексный подход антиоксидантов. Nobody can compete with this product. С этим продуктом никто не может конкурировать. Nobody. Никто. There is nothing like it on the market. На рынке нет ничего близко похожего. But it's not a juice. Но это не сок. What is a juice? Что такое сок? If I take an orange and I squeeze it into a bowl, Если я возьму апельсин и сожму его сильно, and I pour it into a bottle, залью это в бутылку, and I drink it, what have I had to drink? выпью это, что же я в результате выпил? Orange juice, right? Апельсиновый сок, правильно? Or if it's apple, an apple juice. It doesn't matter what the juice is, it's juice. Или если это яблоко, яблочный сок, неважно что это, сок это и есть сок. But what if I can take an extract of the orange, А что если я возьму экстракт апельсина, and I can make it as concentrated as 500 oranges in that much? и сделаю его настолько концентрированным, что в одной капле будет 500 апельсинов? That's called a powerful extract of an ingredient. Это называется мощный экстракт какого-либо ингредиента. So it's not a juice, it's 40 highly bioavailable antioxidants to protect us from these free radicals that are attacking us every day. Поэтому это не сок, это 40 сконцентрированных ингредиентов и антиоксидантов, которые защищают нас каждый день. Now we talk about our essential nutrition. Итак, мы говорили о нашем необходимом питании. When you're talking about it, you've got 2,000 biological functions happening inside the body every day. Каждый день, по мере того, как мы живем, в теле происходит порядка 2000 биологических реакций каждый день. When we talk about essential nutrition, we're talking about the essential minerals that make up our diet or that we're not getting in our diet right now. Когда мы говорим о необходимом питании, мы говорим о необходимых минералах, которых не хватает у нас в питании сейчас. We're talking about better energy, our better hormone function, oxygen, enzymes, cell formation, healthy joints, etc. Мы говорим о том, чтобы было больше энергии, нормально вырабатывались гормоны, чтобы было достаточно усваивалось кислорода, производились энзимы, формировались новые клетки, были суставы здоровыми и так далее. Now some of you realize we've got this, which was our Spectre AO and our Supramax.
Кто-то из вас, наверное, подумает, что у нас есть вот это, у нас есть спектра АО и Супермак. Supermax and Spectra. Супермакс и спектра АО. Now go back in time, if you will, if you want to, into a previous company. Если хотите, вернитесь во времени в предыдущую компанию. This is actually 3 different products all combined into one. Это на самом деле 3 разных продукта, все совмещенные в одном. Now the other thing that it's got is it's got your essential daily needs in vitamin D. Что еще там есть? Там есть необходимая суточная норма витамина D. Do you know they recently did a study and vitamin D, 99% of the world's population is deficient in vitamin D? Вы знаете о недавнем исследовании, которое показало, что 99% населения в мире испытывает недостаток витамина D. So where do you get vitamin D from? И откуда его можно получить? The sun, right? От солнца. Now, here's what's happening. Days are getting shorter. Итак, что сейчас происходит? Дни становятся короче. Days are getting shorter. Days are getting colder. Дни становятся холоднее. Overcast, rain, snow. Осадки, дожди, снег. So, we're spending less and less time outside. Where are you going to get your vitamin D from? Мы проводим все меньше и меньше времени на улице. Откуда же нам получать витамин D? Spectramax. Спектромакс. How about your B vitamins? Что насчет ваших витаминов В группы? You know somebody that's always sad and unhappy and lethargic? Знаете кого-нибудь, кто такой вечно грустный, летаргичный, такой? Give him some Spectramax. Дайте ему спектромакс. It has all your B vitamins in it. Там есть все необходимые витамины В группы. Put a smile on their face, make them happy again, Он станет счастлив снова, заулыбается. so that you can be happy again. И вы снова будете счастливы. Okay? So, we know that we've got these products that are coming out into Eastern Europe right now. It's not laying out very well. Итак, мы знаем о продукции, которая поступает в Западную, в Восточную Европу сейчас. Now, Anatoly did a phenomenal job of talking about the products and the registration timelines and making sure that we've got the products available in warehouse. Анатолий провел просто поразительную работу по сертификации и по тому, чтобы у нас продукт был вовремя и на складе. And he talked about these products and he talked about them in a way that allows you to understand the basics of them. И он рассказывал о них таким образом, чтобы вы поняли базовую информацию. So I'm not going to spend a lot of time, and as a matter of fact, you spent some time also talking about balance. Вы также много говорили о балансе, спасибо. Just recognize how important it is when you look at all of the factors and functions that it creates inside the body. Просто посмотрите на все функции и оцените, насколько это важно, когда все это происходит у вас в теле. When you're looking at it, improving digestion. Когда мы изучаем это, смотрите, улучшение пищеварения. Acidophilus breaks down the complex foods in the system. Ацидофил расщепляет еду. I have no idea what that says. Я понятия не имею, что здесь написано. I'm just kidding you. It's Tom Sr. puts incredible science into these. Я шучу, на самом деле просто Том вот эти слайды готовил, там какие-то научные термины. But in order to get the proper improved digestion, you've got to have the right ingredients, creating the right biological activity. Но для того, чтобы пищеварение было правильным, нужно, чтобы правильные ингредиенты производили правильную работу в организме. So allowing in 4 different formats, improving your digestion to make sure you break down those complex foods that you're taking in. Чтобы происходили 4 важных процесса. Первое – это расщепление того питания, которое вы получаете. Allowing your body Чтобы to оно go through усваивалось. a process of cleansing. Позволить организму пройти процесс очистки. Allowing your body to actually create a detoxification. Позволить организму создать Детоксикацию. да. Sorry. And then also allowing your body to go through a process of stripping out some of those things that are sitting inside the body that haven't been able to get out of your digestive tract. А также дать организму возможность избавиться от каких-то застоявшихся вещей, оставшихся в организме очень давно, от которых тело не могло избавиться само. So giving your body В пищеварительном тракте имеется в виду. a better ability to absorb the necessary nutrition that you're taking in. Для того, чтобы у тела появилась лучшая возможность
впитывать те питательные вещества, которые мы потребляем. Now we've got a couple of products that I'm not going to go through. Есть пара продуктов, которые я не буду подробно расписывать, Because they're very self-explanatory, right? потому что они очень хорошо сами себя объясняют, да? But as they're coming into the markets, Aseptic Clean for dish soap. И когда на рынок выйдет Aseptic Clean, это жидкость для мытья посуды, Highly concentrated. очень концентрированная. Very little is needed to clean dishes. Очень небольшое количество нужно для того, чтобы отмыть посуду. And of course safe for the environment. И, конечно же, безопасно для окружающей среды. Vibrant laundry detergent. Средство для стирки называется Vibrant. It actually starts to strip out the harmful ingredients that have attached themselves to your materials. Оно на самом деле отсоединяет те вредные вещества, которые остались в вашей одежде и в ваших тканях, которые вы стираете. Also getting rid of some of the grain matter that brings down the color in your clothes. Также отстирывает какие-то вещества, которые уменьшают цвет одежды. Highly biodegradable. Очень биоразлагаемое. So extremely safe for our environment. Поэтому крайне безопасно для окружающей среды. Even helping to clean out your laundry machine. Оно даже очищает саму стиральную машинку. Because a lot of junk builds up in it. Потому что в ней тоже накапливается много всякой ерунды. So it'll get rid of some of those harmful ingredients that you may have that are stuck in there. И позволит избавиться от каких-то вредных веществ, которые застряли в машинке. Now what about body shield? Что касается body shield. So I talked earlier about fulvic acid. Я ранее говорил о фолиевой кислоте. So we all know that the energy comes from the sun, comes down in photons and hits the leaves. Мы все знаем, что энергия идет от Солнца в виде фотонов, она доходит до листьев. Creates a process at the leaf or at the green, at the vegetation of what we call photosynthesis. При помощи процесса, который мы называем фотосинтезом, она обрабатывается в растениях. Which that process actually starts to create chlorophyll that goes down into the soils. В результате этого процесса образуется хлорофилл, который позже отправляется в почву. That fulvic acid actually breaks down the mineral content with the chemical energy to bring that back up in mineral-rich fulvates from the soil. Эта фолиевая кислота, она добывает эти питательные вещества обратно из почвы для того, чтобы их можно было употребить в виде фульватов. So the root system is looking for the minerals, right? То есть корневая система растения ищет минералы. The fulvates, the fulvic acid, is organic electrolyte. It's breaking down into the finest, minute detail the minerals. Sorry. Фолиевая кислота, она расщепляет вот эти мельчайшие детали для того, чтобы их можно было поглотить растениям. So once that happens, it's allowing then the plant material to be rich in nutrition. После того, как это происходит, само растение становится богато питательными веществами, оно насыщается ими. This is now allowing into our world that we live in the necessary nutrition to come out with one caveat. Caveat. Is that good? With one difference now versus 1,000 years ago. И таким образом эти питательные вещества приходят в наш мир, в мир, в котором мы сейчас живем, с одной небольшой разницей по сравнению с тем, что было 1000 лет назад. The problem now is that we're over-farming. Сейчас проблема в том, что у нас слишком много ферм. Yeah, I remember one day on Sundays when I'm home, I like to cook breakfast for my kids on Sundays. Я когда дома по воскресеньям, я люблю своим детям готовить завтрак. And so I make up pancakes and waffles and things like that. Я делаю блинчики, вафли, такие вот вещи. And I remember one day I'd sliced up a bunch of strawberries and had put them on the waffles for my kids. Я помню, что однажды взял несколько клубники, разрезал ее, порезал кусочками, положил на вафли. And my 12-year-old daughter, Hannah, had said, "These strawberries do not taste like anything." И моя 12-летняя дочь Ханна говорит, у этой клубники вкуса нет. And I said, "Well, that's because it's February and strawberries aren't in season anywhere." А я сказал, что
Февраль на дворе вообще, то есть клубника нигде не растет. Right? Do you remember when we grew crops and we cultivated crops, but it was during their season? Вы вообще помните те времена, когда мы что-то растили сами, и у каждого там продукта, овоща и фрукта был свой сезон? And somehow now nothing goes out of season anymore. А сейчас почему-то все вообще всегда доступно. It's always available around the world. По всему миру всегда все есть в магазине. So it's very interesting, but this is part of the problem. So what's happening is we're not getting the necessary nutrition. И это на самом деле все часть проблемы, о которой я говорю, то есть проблема того, что мы не получаем достаточного питания. Now you think about having fulvic acid as the body's ability to actually strip and to protect. Думайте о фолиевой кислоте как о возможности тела поглощать питательные вещества и защищать само себя. But also allowing the body to have great absorption of those minerals. И защищая, таким образом иметь возможность очень высокой усвояемости минералов. Now here's an easy example of the energy that's created from organic fulvic acid. Вот легкий пример о фолиевой кислоте, об органической фолиевой кислоте. So this mushroom was grown in nutrient mineral depleted soil. Вот этот вот гриб вырастили в обычной почве, в которой недостаточно минералов, питательных веществ. This mushroom in organically fulvate rich soil. А вот этот вот гриб вырастили в почве, богатой органической фолиевой кислотой. So if I asked you, I'm going to give you one mushroom or the other. I'll give you the one on the left or the one on the right. Which do you want to choose? И я вам задам простой вопрос. Я могу вам дать тот, который справа, или тот, который слева. Вы какой выберете? The one without any energy? Тот, который без энергии, слева? Of course not. Конечно же нет. Право. You want the one on the right. Вы все хотите тот, который справа. So here's a finger before Spectrum-X. Вот отпечаток пальца перед применением Spectrum-X. And here it is afterwards. И он же после. 30 minutes. Через полчаса. So which do you want? A mineral-based complex that doesn't have any fulvic acid or fulvates? Так что вы хотите? Какой-нибудь минеральный комплекс, в котором нет фолиевой кислоты? Or our Spectrum-X that creates an incredible amount of energy? Или наш Spectrum-X, который создает удивительное количество энергии? That means in the finger that it has gone all the way to the extremities. А тот факт, что это отпечаток пальца, говорит о том, что эта энергия прошла уже через все тело до самых конечных точек. In 30 minutes, feeding your body its necessary nutrition. За полчаса напитало тело всем необходимым питанием. Giving you that incredible amount of energy that you're looking for. Доставило ему то невероятное количество энергии, которое было необходимо. So Tom really had created originally when we first put this out. It's actually a great story. Есть такая замечательная история. Когда Том это только презентовал, If you remember, we have a great group of people in Japan. We have a great group of partners in Japan. Меня поправили, правильно говорить, фульвиевая кислота, а не фолиевая. Итак, у нас в Японии есть чудесные партнеры по бизнесу. And as you know, they've suffered some pretty tough tragedies this year. В этом году, как вы знаете, у них были довольно трагичные события. One of the big issues that they had was they had a lot of radiation coming out of their nuclear facility. И одним из итогов этих событий было то, что было огромное количество радиации, которая выделялась из поломанных заводов. So Tom wanted to try to figure out a way to help them protect themselves from these issues that they were dealing with. И Том решил, что он хочет найти возможность помочь им справиться с этими проблемами. So he created this complex formulation of fulvic acid. Он создал это замечательное сочетание какой там кислоты фульвиевой, Limamui, or fucoidan, фукоиден, and a couple of other unique minerals to allow the body to protect itself as well, help with the endocrine system, the hormonal function. И еще несколько минералов, которые также помогали телу самоочищаться и помогали эндокринной системе производить гормоны. So it was really in an effort to
to give to the people of Japan some protection during the tough time. То есть задача в общем была народу Японии предоставить возможность защиты своего тела от этих событий. So it's believed by researchers to add detoxification. Detoxification. Oh, sorry. It's believed by researchers to add detoxification. Исследователи видят, что добавился процесс детоксификации, то есть очищение от токсинов, Cellular cleansing. клеточное очищение And better nutrient uptake. и лучшее усвоение питательных веществ. Also working on your body's pH, your alkalinity. Также это работает с уровнем pH в теле For better overall health. для лучшего общего здоровья. And this is the Body Shield Man. И именно это делает Body Shield. Looks tough, huh? Круто выглядит, да? Agreed. Okay, Everfresh deodorant. Итак, дезодорант Everfresh. One of the things that you guys need to realize is that the ingredients in Everfresh are specific to breaking the bacteria down in your sweat. Что нужно понять, это то, что ингредиенты в Everfresh специально направлены на то, чтобы уничтожать бактерии, находящиеся в